назад, а точнее 24 октября 2014 года, вышел фильм Брайана Кокса из телекомпании BBC, снятый в космическом энергетическом комплексе НАСА, который способен создавать условия вакуума, находящиеся в штате Огайо, Соединенные Штаты Америки, чтобы увидеть, что происходит, когда шар для боулинга и птичье перо падают вместе в условиях якобы открытого космоса. То есть в условиях вакуума, когда воздух сильно разряжен и атмосферное давление находится около нулевых значений, как нам представляет официальная наука. В частности, в этом фильме показывается, как шар для боулинга и птичье перо падают вместе с одинаковой скоростью в условиях вакуума. Если сделать запрос насчет массы шара для боулинга, то на Википедии имеется такая информация, что его масса составляет от 2,7 до 7,3 килограммов, в зависимости от его номера по тяжести, варьирующийся от номера 6 до номера 16. А масса птичьего пера составляет около нескольких граммов, что в разы легче, чем масса шара для боулинга. Итак, в фильме было показано, что шар для боулинга и птичье перо в условиях вакуума падали вместе одновременно и с одинаковой скоростью и достигли поверхности платформы, находящейся внизу на 26-й секунде, падая с высоты около 30-35 метров. К сожалению, в фильме не сообщается точная высота, откуда были запущены шар для боулинга и птичье перо при данном эксперименте. Но в фильме делается акцент на то, что они падали вместе одновременно и с одинаковой скоростью, при этом показывая само падение этих объектов в очень замедленном темпе, косвенно указывая на то, якобы так и происходит в космосе. И поэтому более 400-тонная международная космическая станция может летать на околоземной орбите на высоте от 300 до 400 километров, не падая на Землю и периодически уравнивая высоту орбиты с помощью двигателей МКС. Так ли это на самом деле? И насколько сделано замедление видеоряда, чтобы якобы доказать существование МКС на околоземной орбите? Какие признаки указывают на то, что это совсем не так, как нам хотят это преподнести? Давайте будем разбираться. Главный признак того, что эти два разных объекта, отличающиеся массой между собой в разы, это то, что после падения шара для боулинга на поверхность платформы отмечается одинаковое разрушение ее поверхности, как и при падении в условиях нормального атмосферного давления, так и в условиях вакуума. И эта картинка достаточно четко показывает данное утверждение. Еще один немаловажный признак в поддержку вышесказанного является то, что птичьи перья, упав на платформу, отскакивают достаточно высоко, даже выше, чем отскок шара для боулинга от платформы, что доказывает, что нет той невесомости в вакуумной среде, которая может содействовать полету МКС в космосе на околоземной орбите, где среда пространства является вакуумной, как нам хочет преподнести официальная версия науки. Потому что вакуумное пространство не создает невесомость, а невесомость не является причиной вакуумного пространства. Это доказывается тем, что птичьи перья не должны были так высоко отскочить после ударения об поверхность платформы. В вакуумном пространстве нет атмосферы, и поэтому атмосферное давление в вакууме стремится к нулю, из чего следует, что в вакууме нет аэродинамической характеристики, что могло бы способствовать полету МКС на околоземной орбите. Далее, чтобы узнать, насколько было произведено замедление видеоряда, чтобы показать нам якобы невесомость в вакуумной среде, было сделано следующее. Первое. Замедленный видеоряд, снятый в вакуумной среде, ускорен настолько, чтобы это ускорение соответствовало к одновременному приземлению перьев на платформу, как и в видеоряде, снятый при нормальных условиях атмосферного давления. Второе. Замедленный видеоряд, снятый в вакуумной среде,
ускорим настолько, чтобы это ускорение соответствовало к одновременному приземлению шара для боулинга на платформу, как и в видеоряде, снятый при нормальных условиях атмосферного давления. Что из этого получилось, смотрите сами. Далее без комментариев. One.